Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Добрый день, мои хорошие! Некоторые результаты моей охоты за винтажными, а иногда даже и старинными парфюмами. Совершенно потрясающие находки у меня здесь есть. Покажу вам. Вот этот флакончик я обнаружила в антикварном магазине. Стоил он достаточно недорого. Я вот даже сейчас не вспомню, ну что-то около 10 долларов он стоил. Потому что как бы они его продавали как пустой парфюмерный флакон, да. Не помню, сколько точно они за него взяли. Может, побольше немножко. Не помню. Но вот какие-то на самом деле сущие копейки. И каково было мое удивление, когда потом я обнаружила этот флакон. Нет, я сразу поняла, что это круто, это ценно, поэтому я его и схватила. Но когда я обнаружила точно такой же флакон за 1200 долларов в интернете, я подумала, ну да, да. Там, правда, жидкости побольше, но здесь она все еще есть, она льется, она уже очень темная и густая, поэтому это точно аутентичная жидкость. Здесь не залито воском горлышко, поэтому жидкость как бы выпарилась, но вот эти сами масла остались. То есть, понятно, жидкости было больше, а теперь вот это такое густое темное масло, потому что, конечно же, в Шалимаре очень много ванили. Ваниль темнеет просто превосходно от хранения. Итак, что первое, как ни странно, вот в этом флаконе меня привлекло, это ощущение его дна. Здесь совершенно потрясающее, гладкое, такое удивительное просто дно, как у хрустальных предметов. Это вот просто какая-то прелесть. Качество великолепное, крышечка тоже стеклянная, притертая стеклянная крышечка. И, конечно же, у меня есть с чем сравнить вот этот современный экземпляр, прямо последний фланкер Шалимара, тот, который с ванилью и ирисом. Шалимар Мелисим. Ну вот, сами посмотрите, насколько раньше это все было изящно, потрясающе просто. И сама крышечка, господи, какая она красивая, какие там грани на ней. И здесь пластиковая крышечка, все очень просто. Вот этих вот всех граней нет. Естественно, просто приклеенная этикеточка такой же формы, а здесь в этом стекле выдавлено место для этикеточки именно такой же формы. Очень много граней, не раз, два, три, как на этом флаконе, а их действительно очень много. Ой, ну до чего потрясающе. И сверху здесь вообще нет граней, а здесь опять-таки сверху очень много граней. И вот это ощущение, вот знаете, здесь его нет, такого гладкого ощущения. Тут, правда, еще наклейка, вот это наклеена липучая, но здесь как-то оно вдавленное, что ли, немножечко донышко. А здесь это просто, вот оно точно такое же, как вот я специально принесла хрустальную вазу. Я люблю вазы на ножках, у меня их много, разных-разных. И вот здесь такое же вот это вот ощущение гладкого дна. Это очень странно, я понимаю. Какой-то странный штрих с моей стороны, но тем не менее, я, конечно же, так рада иметь в своей коллекции вот этот старинный флакон Шалимара, потрясающий, просто пищу от счастья, когда держу его в руках. Он у меня стоит там внизу в гостиной на видном месте. Я любуюсь каждый день. У меня на самом деле очень много шалимаров разных. Просто вся коллекция шалимаров у меня в Петербурге, а здесь вот этот один, он прекрасен и замечателен. Обожаю просто его, обожаю. Вот. И, в общем, такой вот представитель будет дополнять вот эту линейку моей коллекции. Ну, просто чудо. Очень-очень я рада этому флакончику. Ой, хочется вот прямо показать все самое-самое такое. Вот это невероятно прекрасно, это просто клад. Это настоящий клад, который попал ко мне чудом. Вот этот огромная бутыль от Эльзы Скиапарелли. Это старинный вариант. Вот видите, там на дне никаких бач-кодов, никаких наклеек, ничего. Здесь прямо в стекле выдавлено Скиапарелли Battle Made in France. Вот так вот. Вот такая бутыль.
завоскована, то есть залита воском крышка, что говорит мне о том, что бывший владелец этого парфюма понимал ценность, потому что вот залили именно воском для того, чтобы не выпаривался аромат, для того, чтобы он сохранился. Это именно от коллекционера ко мне попало. Я думаю, что, к сожалению, видимо, потомки этого коллекционера не оценили, они не в курсе, какой это клад, но тем лучше для меня, мне очень-очень повезло. А парфюм называется Шокин, он у меня в Петербурге. Чего только стоит флакон, спроектированный Сальвадором Дали. Есть у меня и такой. Сальвадор Дали сделал этот флакон для Эльзы Скиапарелли, когда она выпускала свой парфюм под названием Шокин, шокирующий. И, собственно, срисовал он его с манекена, точно повторяющего форму тела голливудской кинозвезды Мэй Уэст. Дело в том, что однажды Мэй Уэст заказала Эльзе Скиапарелли платье, но поскольку ей очень не хотелось летать из Америки в Париж на примерки, она прислала точный слепок своего тела. По нему изготовили манекен, и потом Сальвадор Дали срисовал для этого флакона вот эту форму. И, конечно же, здесь вот цветы, это все цветное стекло, листочки, лепесточки, все цветное стекло. Мы видим ленту, как на манекене висела бы вот эта вот портновская лента. Буква «С» Скиапарелли, что тут еще? Кружевное нанесение краски на стеклянный колпак. Видите, кружева здесь. Бархатный ложемент, в котором стоит флакон. Здесь все было серебристое и также бархат, вот красные какие-то детали. Коробка сделана во Франции, также здесь написано. Металлическая крышка. Вот там видно как бы шарик металлический наверху этой крышки. Замечательный совершенно, достаточно редкий и достаточно дорогой экземпляр. О, обожаю все эти вещи, все это изучать, рассматривать. Аромат, кстати, что только не входило в... И, между прочим, там еще есть несколько капель, и можно ощутить дух времени. Какие только провокационные компоненты не входили в этот аромат, включая цибетин, и, конечно же, там был и мускус, и амбра, и много-много всего другого, что не могло оставить равнодушным человека, вдохнувшего от женщины этот аромат. То есть шокирующий, это не только вот фигурой как бы обнаженного тела, хотя это манекен, потому что, ну, это было бы уже совсем чересчур для тех времен. Да, ну и позже, конечно же, Жан-Поль Готье сплагиатил именно этот флакон. Он вообще в целом очень вдохновлялся творчеством Эльзы Скиапарелли, очень любил ее, любил как мастера-вдохновителя. И позже, когда Жан-Поль Готье запускал линию своих ароматов классик, он взял именно вот такую форму, придал ей более волнующий силуэт и облачил в корсет с поясом для чулок. Но вообще это общеизвестный факт, что Жан-Поль Готье в этом случае последовал именно за Эльзой Скиапарелли. Это флакон примерно 1930-х годов. Позже вышло очень много других интересных флаконов. На крышке, кстати, такая женщина очень изящная, бежит в корсете, в коротенькой юбочке, в сапожках, в перчаточках длинных по локоть. И крышка металлическая, покрыта вот такой эмалью приятного розового цвета. Это металл. И вот тут эмаль в одном месте сошла, и видно этот металл. Ну, что я могу сказать? Великолепное качество. Это намек, конечно же, на женское тело. Вы поняли, это сокровище. Это ко мне попало просто вот, не знаю, огромная бутыль сокровища. Попала она ко мне благодаря одной из моих подруг. Вот что значит, нужно рассказывать о своей страсти, не стесняться, даже если над вами смеются. Ну, вот она, кстати, подшучивает, посмеивается надо мной в этой связи. Но
не бояться рассказывать, как Рэй Брэдбери в одной из своих книг описал вот этот момент, когда все в классе смеялись над его коллекцией каких-то там комиксов, он расстроился, все эти комиксы выбросил, порвал, потом спустя какое-то время он стал себя чувствовать все время несчастным, потом он понял, что же он наделал, опять собрал все эти комиксы и сказал: все, отныне пусть все идут вдаль, кому это не нравится, а я буду все равно коллекционировать то, что я хочу, я счастлив, полон энергии, вдохновлен и так далее, вот с этой своей коллекцией, так что буду коллекционировать. Так это я отвлеклась. Плюс был в том, что когда вот эта моя подруга увидела в магазине подержанных вещей несколько флаконов старинных ароматов, она тут же мне позвонила и сказала: Юля, если тебя интересует, беги. Мы с Амелией приехали, пошли туда, где всегда у них, ну, если стоят какие-то флаконы, ну, как правило, ничего интересного, какая-нибудь там Виктория Секрет, там ничего не было. Я подумала: ну вот, все, уже кто-то унес. Сообщила своей подруге, что ничего там нет. Она сказала: а ты точно посмотрела там, где надо? Оказывается, именно старинные флаконы они выставили там в дальнюю витрину, на нижнюю полку, то есть еще нужно догадаться, где найти, наклониться, туда заглянуть. Мы поехали второй раз и действительно увидели там несколько флаконов. Я, когда увидела этот флакон, я прямо сразу чуть не упала в обморок, потому что подлинник вот такого флакона Эльзы Скиапарелли, еще и целый, вот так обнаружить за такую цену. Цена была, кстати, это было вот именно в таком отделе элитном. По их меркам это очень дорого, но по меркам коллекционеров, ну, коллекционеры за такое берут несколько сотен долларов, а там он стоял, по-моему, долларов за 50. Но могу ошибаться, может 35 даже. Я когда увидела, я говорю: Амелия, Амелия, это дочка моя, подожди, мама должна срочно заплатить и все это унести отсюда. Мы не пойдем туда дальше в магазин смотреть, как обычно, там я выискиваю сумочки или что-нибудь. Мы все вот берем и уходим. Ой, ну какой же он приятный. Он еще, знаете, вот как это, не только вот эти у него рельефы, но еще вот если посмотреть так, тоже восьмерка, то есть рельеф этот же сохранен и в другой плоскости. Очень приятный флакон. Там же я увидела еще один старинный флакончик, который меня заинтересовал, и еще один третий. Мужчина оказался, который на наш призыв откликнулся, очень неуклюжий, такой пожилой, такой полный. И когда он начал доставать, то вот этот флакончик он взял, ценник, значит, зацепился за ценник следующего, который я хотела приобрести. И он вот так вот поднял оттуда снизу, и тот второй флакон, тоже вот в этой вот такой вот коробочке замечательной, старинной, он просто упал и разбился в дребезги. Амелия хотела, чтобы он нам хотя бы притертую стеклянную крышечку от него отдал, но он сказал: нет, все опасно, стекла, короче говоря, ничего не дал. Но тем не менее мы ушли вот с этими двумя ароматами. Это совершенно потрясающе. Ой, опять-таки здесь все залито воском. Как я уже сказала, человек был понимающий, тот, кто это все коллекционировал. Видите, металлизированная такая нить, как бы золотая. Здесь стеклянная притертая крышечка с рельефом сверху, там логотип на рельефе Ренуар, то есть здесь буква R, Кетлея название, Гамбадж де Ренуар, Париж, Made in France. Внизу рельефом это сделано. Такие коробочки клеили вручную. Ну вот вся коробочка рельефная с золотыми коронами, как бы такой орнамент с золотыми коронами. Все вот так вот идеально подходит. Внизу есть цифры 139 напечатаны. И здесь вот прямо рельефом Париж Made in France. Как минимум середина прошлого века, но, честно говоря, судя вот по всему, по оформлению, я думаю, что это до военный вариант. Потому что у меня есть подобные в коллекции в Петербурге. И вот именно они вот так же примерно выглядели. Вот такая удача. Ну просто клад, удача, счастье коллекционера. Стоит это, конечно, все очень дорого, когда покупаешь в интернете. Но я не буду не покупать, как-то я и продавать не планирую. Планирую наслаждаться и делиться этим счастьем с теми, кто понимает. С теми редкими людьми, кто понимает. Да, кстати, сейчас покажу еще прелесть. В другом магазинчике как-то нашла вот такой потрясающий флакончик. Опять-таки
со стеклянной притертой крышечкой. Тоже это металлизированная ниточка, ее остатки. Запах еще есть, и он прекрасен, хотя это, ну, реально очень старинный флакон. Просто здесь еще я не стала смывать вот эти остатки, да, парфюма, и там вот внутри видны его следы. И поэтому чувствуется нежнейший вот этот цветочный аромат, рельефное изображение на этикетке, волосы, обнаженные плечи, лицо такое одухотворенное, и как будто какие-то крылья. Ну правильно, крылья. Там крылья, знаете, какие, я уверена. В общем, это аромат L'Heure du Temps. Это запах времени от Нины Ричи, Париж. Только он был выпущен очень-очень давно. Очень красивый флакончик. Тоже вот здесь рельефы по периметру как бы этого флакона, они выглядят как будто бы жемчужное обрамление, как будто бы жемчужинки блестят вот в лучах света. Так вот, сейчас я все-таки покажу то, о чем я говорю. Я поняла, это крылья птиц, как бы пролетающих за ее спиной на этом флаконе. Сейчас принесу еще флакон. Вот один из вариантов Нины Ричи. Этот флакончик мне достался вот так вот пустым. Нашла его в магазине. Не смогла пройти мимо, потому что у меня есть вот эти ароматы от Нины Ричи L'Heure du Temps в разных вариантах, разных годов издания. Они видоизменялись, но всегда неимоверно красивый, изящный, прекрасный. Поэтому, несмотря на то, что этот флакончик уже пустой, но все-таки мне очень-очень хотелось его иметь. И у меня в Петербурге есть и современный аромат, тоже с этими голубочками, но там немножечко другая форма флакона, и сами голубочки тоже немножечко другие. Здесь они совершенно прекрасные, действительно качественно сделано. Сначала даже кажется, что это матовое стекло, настолько они классно сделаны. Именно вот такие голубочки пролетают за спиной вот этой женщины, которая здесь изображена, которую вам наверняка не видно. Иногда, кстати, попадаются ароматы, флаконы. Вот, например, этот, да, сразу герленовский вариант, но непонятно, ни этикеток, ни аромата, ничего. Это какой-то новодел или это действительно какой-то был герленовский? Хотя вот притертая крышечка стеклянная. Возможно, это какой-то новодел, но он настолько приятный, настолько красивый, увесистый, такой вот прямо, ух, мне очень хотелось его иметь, несмотря ни на что, просто для украшения и для настроения. Тем более я обожаю парфюмерию Герлен и даже парфюмерию некоторых парфюмеров, которые в Герлене уже не работают, открыли свои линейки, и мне тоже они очень нравятся, потому что я чувствую там ДНК Герлена. И здесь у меня есть один аромат как раз такого плана, но не здесь, внизу. А сейчас еще мои находочки. Поделюсь. Боже, как я хотела этот аромат. Опять-таки Нина Ричи Desi de la. Знаете, немножечко, вот там еще много-много аромата, немножечко произошел казус в магазине. Те, кто продавали, они абсолютно ничего не понимают, не ценят и так далее. И они прилепили бумажку с ценой скотчем вот прямо по периметру полностью всего флакона. И когда я стала отрывать, то на этот скотч часть краски оторвалась. Причем, что интересно, вот эта тонкая линия, да, такая вот фантазийная, она осталась, а именно только розовая краска оторвалась. И, во-первых, это даже стало интереснее выглядеть. Он такой стал, ну, живописный, скажем так. Это прямо интересный эффект получился. Во-вторых, так очень хорошо виден уровень жидкости. В-третьих, аромат сохранный. Это прямо ласковое, теплое, пушистое, сладкое облако. Вот я вот так чувствую, даже не разбрызгивая, ну прелесть. А оформление и вовсе, ну что за сказочное оформление. Вот это золотистое облачко, крышка в виде этого матового золотистого облачка. И, ну, потрясающе качественный флакон. Все просто супер, супер, супер. И здесь 50 миллилитров, он большой. И знаете, раньше я, например, видела какой-то даже маленький пробничек, маленький флакончик Desi de la у других парфюмерных блогеров. И думала, ах, вот бы мне, ну прямо вот мне так хотелось его иметь, так хотелось.
И, ну, спасибо за твои подарки. Я недавно с моим старшим сыном летала на открытие выставки в Чикаго, где была представлена моя работа, мой ассамбляж, один из моих ассамбляжей. И уже после выставки, мы там 4 часа, наверное, провели на выставке, нам нужно было ехать в аэропорт, и я уговорила его, ой, долгая предыстория, на выставке я познакомилась с несколькими интересными людьми. Одна из них была коллажистка, которая живет в Чикаго. Моя работа называлась «Я всегда была искателем сокровищ». И она прочитала название и сказала: твоя работа называется вот так. И говорит, me too. Ну, она тоже всегда была искателем сокровищ. И она говорит, ты любишь вот эти вот магазины подержанных вещей? И я говорю, да, обожаю, я обожаю искать сокровища. Это как вот тихая охота, как охота за грибами. В общем, обожаю. И она сказала, ты знаешь, один из моих любимых магазинов, я, говорит, тоже я люблю, один из моих любимых магазинов находится, говорит, прямо вот здесь рядом, недалеко, то есть на машине там 2 минуты. Мы с ребенком были не на машине, мы дошли пешком, ну минут, я не знаю сколько, там 15 у нас заняло. Он, конечно, герой, он, ой, раньше он когда-то давно, сейчас ему скоро уже 28 лет, когда-то давно он пытался бороться со своей ненормальной мамой, шопоголиком, коллекционером и прочее. Но в какой-то момент он просто стал меня принимать и даже поддерживать. И он полетел со мной туда. И мало того, что он выдержал все это открытие, ни разу не сказав мне, пойдем уже, поехали. Ну просто вот чудо. Он еще потом со мной пешком пошел в этот магазин. И когда мы туда пришли, я не понимала, зачем я сюда пришла, вот у меня нет никакого четкого плана в голове, ну так, поглазею и уйду. И уже когда мы собрались уходить, у нас было буквально несколько минут, и за нами должен был приехать Uber. И я вдруг увидела в стеклянной витрине стоит этот флакон де Сиделя. И я говорю, я знаю, зачем мы сюда пришли. Это просто, вот прямо спасибо, спасибо, чудо, чудо. Причем большой, полной жидкости практически, ну, на 75% полный. И сохранившийся аромат очень-очень красивый, очень желанный. Давно его хотела, давно снят с производства, нигде не найти. И вот, э, когда я встречала его в интернете, цены были такие, что ну нет, нет и нет. Я не могу разоряться, у меня 3 детей, у меня много разных нужд, мне нужно для творчества покупать вещи. И тут мне такой подарок. Буквально цена была подарочная. По-моему, не помню, $16, что ли. Короче говоря, совершенно немного за такое счастье. Я прыгала, радовалась, благодарила. И, в общем, столько счастья, это вообще бесценно. Вот тоже еще один закрытый гештальт. Этот аромат я хотела на самом деле очень давно. Когда он был в свободной продаже, я почему-то его не покупала. Хотя всегда, когда я подходила к витринам и нюхала этот аромат, он мне всегда нравился. Но каждый раз я думала, ну потом, вот в следующий раз я его куплю. Шампс-Элизе от Герлен. Так его и не покупала, не покупала. Потом один раз мне представился случай здесь, в магазине, какие-то остатки, распродажа была, и я опять почему-то не купила. Почему-то я подумала, что ну еще будет. Я не знаю, вот что. И потом он вообще исчез везде. И опять же, если он где-то и появлялся, вот, кстати, тут логотипчик тоже герленовский на пульверизаторе. К сожалению, крышечка вот такая, не та, которая должна быть, но тем не менее, вдруг я увидела, была в магазине с моей мамой в подержанных вещей. И моя мама в какой-то момент приносит мне, говорит, наверное, тебе не надо, тут какая-то крышка дурацкая. Но я подумала показать, раз ты интересуешься парфюмерией. Я увидела, мама, надо, 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 очень даже надо. Тем более цена на него была, если я не ошибаюсь, $3. Я просто его схватила, танцевала там прямо с ним в магазине, с этим флаконом. Потому что, ну просто вот он ко мне пришел все-таки, несмотря ни на что. Когда чего-то хочешь, оно найдет путь, как к тебе прийти, несмотря ни на что, так или иначе, рано или поздно. Вот, подтверждение тому. Так, еще 2 аромата. У меня такой особый трепет почему-то к компании, к ароматам компании Avon, потому что это моя молодость.
Это мои студенческие годы, когда для меня это было очень недоступно, очень дорого. Ну, это там, в общем, середина 90-х, когда это все было вот каким-то, ах, ох, недоступная сказка. И теперь я коллекционирую флаконы Avon, там, 50-х, 60-х годов, 70-х тоже. Очень интересные у меня есть экземпляры. И также вот именно ароматы Avon, вот тех самых 90-х, я тоже рада бы коллекционировать, но они нигде не попадаются. Хотя бывают исключения. Вот, например, вот это исключение. Здесь написано, что это Avon. Но как называется аромат, я не могу понять. Woman of Earth. Было такое название у эйвоновских ароматов. Женщина Земли. Ну, как-то, ну, не знаю, короче. Но очень интересно иметь его в своей коллекции. И это один из тех вот самых, вот такой самый запах. Цветочный, такой пронзительно женственный. М. Ой, очень мне нравится. Что-то такое, вот в те годы и у Мэри Кей было что-то похожее. Ну, в общем, такая женственность, цветочная. В общем, классный аромат. Очень я рада. И еще, у меня никогда не было вот этого знаменитого эйвоновского аромата Rare Gold. Но вот такой флакон, когда они еще производились, сейчас уже не производятся, я видела у... Да, и вот это тоже наверняка уже не производится. Я видела у парфюмерных блогеров, и мне тоже хотелось, но вот как-то мне никогда не довелось иметь такой флакон. Теперь потом они все это изменили, дизайн был изменен, но мне так нравится именно вот этот вот дизайн, вот такой. И вот ко мне также пришел этот флакончик Rare Gold. Я очень-очень довольна. Это тоже, ну, прямо несомненная женственность. Вот такой красивый флакон. Такой, знаете, как яичко, еще с таким веером. Ну, прелесть. В общем, я рада. Напоследок просто покажу. Вот все заканчиваю, наверное, уже очень много наговорила. Покажу, иногда вот такие попадаются экземпляры. Опять же, стеклянная притертая крышка тяжелая. Ой, не той стороной показываю. Вот очень красиво, абсолютно бесполезно и ну, просто дико впечатляюще, очень тяжело. Непонятно, что это, как называлось, какой бренд и вообще не знаю. Не знаю, что думать об этом флаконе. Просто для того, чтобы в ванной комнате любоваться или еще где-то на туалетном столике, ну как-то просто привносить в свою жизнь частицу вот этой вечной такой женственной роскоши. Я не знаю даже, как это объяснить. Захотелось. Я увидела его и подумала, ну хочу любоваться. Любование – это одно из условий счастливой жизни. Поэтому любуйтесь, окружайте себя вещами, которыми вы любуетесь. И всего вам самого-самого добрейшего. Увидимся в следующих видео. Целую, обнимаю. Пока. Aimez-vous, madame, donnez la vie, donnez l'amour. J'ai gâché la mienne à ses prémices.